Всем привет! Итак, мы с Богданом пришли в Поллок-парк. В этом парке обитают шотландские быки и коровы, порода которых называется Хайленд. Порода была выведена в Шотландии, на северо-шотландском Нагорье и внешних Гибридских островах. Племенное поголовье с начала 20 века экспортировалось по всему миру, особенно в Австралию и Северную Америку. Породу выводили из двух наборов поголовья, одно первоначально черное, а другое красноватое. Хотя начиная с конца 1800-х годов существует несколько окрасок. Порода коров Хайленд известна как выносливая порода из-за суровой природы родного шотландского высокогорья, с большим количеством осадков и очень сильными ветрами. Их шерсть длиннее, чем у любой другой породы коров, и дает защиту во время холодных зим. Их способность искать пищу позволяет им выживать в горных районах. Они ощипывают и едят даже те растения, которых избегают многие другие коровы. Длинная челка защищает глаза от дождя и снега и помогает предотвратить глазные инфекции, распространяемые насекомыми. Шерсть состоит из двух слоев – длинных грубых наружных волос и мягкого внутреннего подшерстка, благодаря которому отпадает необходимость в толстом слое подкожного жира, выполняющего теплоизоляционную функцию. Кроме того, густая теплая шерсть животных позволяет особо не заботиться о дорогостоящих коровниках и укрытиях на пастбищах. Поллок-парк известен не только тем, что там водятся шотландские бычки и коровки, а также тем, что там располагается очень интересный музей, который называется The Barrel Collection. Этот музей был назван в честь своего основателя Уильяма Баррелла, который был судоходным торговцем, бизнесменом, коллекционером и филантропом. В настоящее время в музее хранится коллекция экспонатов, собранная и подаренная городу Уильямом Барреллом. Он родился в 1861 году и собирать предметы стал еще мальчиком. В юности его считали одним из самых известных коллекционеров, ведь он обладал прекрасным вкусом и делал по 2 приобретения в неделю, в том числе картины, гобелены, скульптуры, предметы утвари, керамические изделия, японские гравюры и так далее. В 1916 году Уильям приобрел большой дом Хаттон Кастл, который возвели еще в 1500 году. Следующие 11 лет он провел, ремонтируя здание, прежде чем въехал туда летом 1927 года. В этом замке он прожил всю оставшуюся жизнь и умер в возрасте 96 лет. В 1933 году коллекционер задумался над созданием публичного музея, а спустя 11 лет подарил свое детище городу, при этом добавил $580 тысяч на строительство нового здания. Уильям указал, что сооружение должно находиться на значительном расстоянии от центра Глазго, чтобы загрязненный воздух не навредил ценным экспонатам. В 1967 году мисс Энн Максвелл Макдональд подарила городу парк Поллок, в котором и решили возвести здание музея. Местные власти объявили конкурс на лучший дизайн, в котором победил архитектор Барри Гассон, ему помогал Брит Андерсон. Они решили возвести здание, сочетающее в себе традиционные современные элементы. Сегодня сооружение имеет Г-образную форму и спроектировано так, чтобы выгодно демонстрировать экспонаты. Вход в музей возможен через каменную арку, сделанную в XVI веке в романском стиле, а окна включают средневековые детали, взятые из дома Хаттон Кастл. В 1983 году королева Елизавета II провела открытие заведения, коллекция которого к тому времени обросла легендами и мифами. Посетители стремились сюда, чтобы увидеть настоящие сокровища. Когда же они посетили музей Баррелла, то были впечатлены не только экспонатами, но и архитектурой. В этом видео, а также в нескольких последующих видео я познакомлю вас с некоторыми экспонатами коллекции Баррелла. Возле каждого экспоната есть таблички, которые содержат информацию об этом экспонате.
Но помимо информации, эти таблички зачастую содержат вопросы, ища ответы на которые мы более детально всматриваемся в экспонат и пытаемся понять, что нам хотел сказать автор. Святая Мария Магдалена неизвестного автора датируется примерно 1500 годом. Скульптура выполнена, возможно, из известняка или терракота. Вероятно, сделана в Италии, во Флоренции. Иногда мы можем понять то, что кто-то чувствует, внимательно посмотрев ему в лицо. Мария склоняет голову и смотрит на пол. Как вы думаете, что она чувствует? А сейчас перед вами ангел из церкви святого Михаила, Атон, Ланкашир. Датируется 1400-1500 годом. Сделана из дерева в Англии. На табличке возле скульптуры написана такая фраза: «Скульптуры сделаны с разными выражениями лиц, чтобы они казались живыми». Сможете ли вы скопировать странное выражение лица этого ангела? Фигура Туди-Гонга, бога Земли, датируется 1368-1644 годами. Династия Мин сделана из керамогранита в Китае. Рот этого мужчины плотно закрыт, но глаза широко раскрыты. Как вы думаете, что он скажет? Перед нами 3 фарфоровые фигурки. Слева фигура Изабеллы Андреини. Датируется около 1749-1752 годом. Изабелла Андреини – звезда итальянского театра конца 1500 годов. Она руководила успешной труппой актеров и выступала перед королем Франции, присматривая за своими 7 детьми. Сделана фигура из мягкого фарфора, Лондон, Англия. Рядом с ней располагается фигурка Китти Клайв в образе прекрасной леди. Датируется 1750-1752 годом. Китти Клайв – актриса лондонской сцены 1700 годов. Она одета как прекрасная леди, роль которую она исполняла. Генри Вудвард играл ее мужа. Клайв писала, что с Генри Вудвардом они были жестокими соперниками и действительно не ладили. Фигурка сделана из мягкого фарфора, Лондон, Англия. А справа от Китти Клайв располагается фигура ее мужа по спектаклю Генри Вудварда. Фигура Генри Вудварда представлена в роли прекрасного джентльмена. Датируется 1750-1752 годами. Она тоже сделана из мягкого фарфора, Лондон, Англия. Перед нами композиция «Плач». Датируется она 1500-1520 годами. Дева Мария скорбит о смерти своего Сына Иисуса Христа. Она смотрит вниз с грустью и нежно держит руку Его бездыханного тела. Все эти скульптуры объединяет то, что их автор неизвестен. А на этом, дорогие друзья, я буду с вами прощаться. В следующих видео я продолжу вас знакомить с коллекцией Баррелла. Желаю вам всего самого доброго и хорошего, и до встречи на нашем канале.